И мы в Лидле купили вот такую кормушку. Где твои глаза, собак? Где глаза собаки? Непоседа какая-то внутри меня, и мне хочется вот как будто поменять локацию, как будто переехать. Любимая игрушка Чупи. Это два носка связаны. Короче, сейчас вам покажем, что мы провернули и что мы себе заказали. Я уже на работе. Это наша примерочная. Ой, нам тут посылка пришла. Что лучше есть, дерево или пластмасс? Вышла тут на балкон пару своих дел сделать. И сейчас покажу. И заодно я вот вышла на балкон, гуляю с Чупи каждый день, 3 раза в день даже бывает, и даже не обратила внимания, насколько продвинулся вот рядом вот этот дом. Значит, этот дом построили очень быстро, там уже люди живут, делают ремонт. Этот дом уже вообще как гриб вырос, я даже не помню, чтобы он был такой высокий. Мне кажется, тут в Польше настолько быстро строят. Мы тут живем где-то 2,5 года, и когда мы приехали, было готово вот эта вот башня. Ну, не башня, а труба. Наш дом и вот соседний дом вот здесь. И даже вот этого офиса еще как бы не было. Мне кажется, строились очень быстро. Вот этого дома и вот этих зданий и в помине не было. А вот за 2,5 года построили, вот видно там балконы, вот эти дома, и уже вот этот строят. И плюс они тут отделку, вот там делают, офис будет за этим зданием. Тут ресторан будет, ну так написано, я не знаю. Вот эти дома тоже привели в порядок, вот эти здания. Потом вот там дальше, за этой электростанцией, там тоже вот видно офис, и там вот с той стороны, может, как-нибудь еще сделаем экскурсию, тоже построили там как офис, я не знаю, дом такой большой. В Польше они, конечно, умеют очень быстро строить, по крайней мере, то, что я наблюдаю, это очень быстро. Ну и, наверное, займемся делами, которые я все-таки сюда пришла. Просто вот остановился из-за того, что увидела вот этот дом. Мы тут на днях обратили внимание, что к нам стали залетать птички. Такие маленькие, желтеньким пузиком, синички, наверное, их называют. Ну, и мы подумали, вот, и они уже как бы не первый раз. Мы их видим периодически на нашем балконе. Мы подумали, блин, что они залетают, а полакомиться у нас нечем. Балкон пустой. И мы в Лидле купили вот такую кормушку и повесили. Тут всякие семки, и помимо семок тут еще орешки, эти семечки. Точнее, вот так вот, орешки и семечки. И тут прикольно, что она откручивается, и когда птички это все доедят, дай бог, я надеюсь, что они все это едят, то можно запасной блок купить и всыпать всяких семок и так далее. Но факт в том, что сюда теперь никто не прилетает. Абсолютно, я никого не вижу. Может, мы неправильно повесили. С другой стороны, если вот птичка прилетает, ей нужно как? Как она на весу же не клюет, как ей вот лапки приземлить. Блин, короче, надо перевешивать, я думаю. И уже холода, и никто не прилетает. Хотя эти птички периодически прилетали. Им повесили вот на такую застежку. Не знаю, наверное, надо на другую сторону, либо вот как-то на стуле как-то присобачить. Ну и вот еще одно мое дело. Это мои цветы. Холодно, но они так разрослись. Я их когда-то пересаживала. И смотрите, я не успела купить, ну, точнее, даже и не смотрела. Ну, надо было, но не смотрела. Я не купила вот такую, знаете, подставочку под газон. Я поставила обычную тарелку. Потому что она протекает, и у меня там лужа была на полу, но меня бесило. Мне еще даже вот цветочки тут цветут. Так как у нас тут нету никакого хранения, я все в пакет вот так вот всунула. Ой, там еще сок стоит. И вот такое удобрение для цветов. Чупи сожрал. Тут у меня были цветы. И они стояли вот здесь на столике. И у меня Чупи, когда летом был на балконе периодически, он никогда не ел цветы, а в этом году он решил вот их сожрать. У меня тут было их очень много, целый вот такой вазон. И Чупи все сожрал, но в принципе вот эти выжили, не знаю как. Вот тут даже новые у меня листочки и цветочки. Еще, не знаю, есть шанс. Ну, уже осенью буду что-то думать. Может, если они выживут, то куплю и подсажу им братьев-сестер. И будет у меня такой вазон с такими красивыми цветами. Либо, если не выживут, уже их выкину и посажу что-нибудь новое. Но и король. Помните, я не знаю, помните вы или нет, но я покупала. Он был такой маленький. Это гортензия.
Точнее, она была такая маленькая, а сейчас вообще ну, какой-то король. Я просто обожаю его, постоянно поливаю, ухаживаю за ним, вот пересадила уже давно вот в такой большой горшок. У меня даже еще есть цветочек здесь. И, ну, я не знаю, но он роскошно выглядит. Но холода, ну, еще не было такого прям минусовой температуры, но пока он выглядит вот таким зеленым, красивым. Вот. Ну, а что я пришла? Пришла поливать их, чтобы они были дальше такие зеленые и красивые. Там, где Олька и Сашка, там и собак. Где твои глаза, собак? Где глаза собаки? Где собачьи глаза? Ему холодно, он на балкон, кстати, практически так и не ходит, но редко. Но он как бы и закрыт, если я вот выхожу, он только тогда может ненадолго прийти. Вот, пойдем его в пятницу стричь, да? Мы уже его не стригли где-то 1,5 месяца. Вот так вот собака зарастает за 1,5 месяца. Я его периодически чешу, расчесываю, потому что у таких собак колтуны. Бывает из-за, ну, из-за ошейника вот здесь вот. Ошейник он носит, вот тут вот колтуны могут быть. Ну, периодически, чтобы не было у нас в пожонку. Следим за собакой. А это вот он сегодня эту игрушку грызет полдня, блин. И вот я беру на донышке удобрения, вливаю вот сюда и добавлю вот сюда воды. И воды добавляю много. Закрывать так в инструкции написано вот этого навоза. Не знаю, что-то я взяла, что он навоз, может где-то написано. Короче, инструкцию прочитала. И там так написано. Короче, я добавляю немножко на раз в неделю, там даже, не знаю, на донышке увидели крышечки. Сейчас добавлю воды и поливаю. Мне хватает одного вот этого горшка полить все мои 3 растения. Блин, как я обожаю сюда заходить. Как он разросся так, я не представляю. Я его покупала, он был такой маленький. Этот куст, блин, вообще офигеваю. Такой красивый, большой, сильный. Надеюсь, он выдержит у меня зиму. Хотя он же одну зиму выдержал, а вторую куда он денется. Вот набрала воды. И вот так поливаю. Так удобно, что такой длинный носик, и можно достать в такие трудные местечки. Ну, этот цветок я очень много воды сюда заливаю. Я не особо любитель пить всякие таблетки, капсулы без предварительной сдачи анализов у врача. Но омега-3, насколько я знаю, можно пить зимой точно. И мы вот пьем омега-3 зимой. Это всем необходимо. Больше я ничего не пью. И классно, я так себя чувствую. Вот мы уже полбанки выпили. И каждый день по одной капсуле. Вообще, сейчас все болеют. Блин, мне так страшно. Надеюсь, что у меня омега-3, если она от этого помогает и спасает, чтобы не болеть, я надеюсь, она меня спасет. Сейчас реально у меня на работе практически, ну, блин, всех с соплями. Тут уже на больничном. Ну, надеюсь, меня пронесет. Я с мокрой головой выходила на балкон и говорю такая, ну надеюсь, омега-3 меня спасет. Но с мокрой головой на балкон в холодную погоду я вышла, конечно. Но надеюсь, не заболею. Ну не знаю, вот мне захотелось по-быстренькому это вот все сделать. С мокрой головой уже не буду я надевать шапку там, не знаю, на 5 минут. Надеюсь, это пронесет. Я собираюсь на работу. Сегодня я буду работать с 14 часов, ну, где-то до конца, где-то, может, часов 6. Ну, будем там смотреть, как по пациентам. Пока дойду туда 30 минут, пока обратно 30 минут. Вот, поэтому такое сегодня утро. Утром сходила с Чупсиком, выгулила его, помыла голову. Сейчас сижу. Я даже утром, кстати, если мне на 14 часов, то я не завтракаю, только кофе пью. И, ну и все. И только обедаю перед работой. Потом прихожу, мы кушаем салатик. И все. Еще хотела поделиться. Вы знаете, сейчас такой период времени, когда мне хочется вот что-то менять. Мне надоело, мне вот что-то хочется. Какой-то вот обновки. Не то, что вот обновку какую-то купить, вещевую обновку. Вот хочется мне, вот непоседа какая-то внутри меня, и мне хочется вот как будто поменять локацию, как будто переехать. Вот если бы мне сейчас сказали, не хочешь переехать? Я бы как будто все собрала и переехала. Вот у меня такое вот ощущение, как будто мне хочется что-то менять. Это, возможно, из-за того, что мало солнца, или из-за того, что холодно, и мы мало стали выходить на улицу. Помимо работы, конечно, я это не считаю.
Ну вот как будто вот мне хочется каких-то обновлений. Наверное, это сейчас у всех, так? Я думаю. Ну, если не у всех, но я думаю, я уверена, это пройдет. У меня такое периодически бывает. Но вот хочется мне чего-то прям так... И что останавливает? Ну, понятно, все останавливает. Куда мы сейчас переедем? Никуда. Но вот я бы сейчас взяла вот все в охапку, все свои тарелки, чупсик, косашку и переехала куда-нибудь. Что смотришь? Любимая игрушка Чупи. Это 2 носка связанных. Саша, да. Смотрите, вот так он вызывает на дуэль. Сюда иди. Сюда иди. Ко мне. Догоню. Отдай носок. Отдай носок. Его ковер, который я терпеть не могу, потому что он, вот посмотрите, его Чупи весь сожрал просто. Ну, это его любимый. Он тут сидит, как на островке своем. Отдай носок. Отдай. Видите, 2 связанных Сашиных носка. И любимая игрушка, он обожает это делать. Обожает с ним бегать. Отдай! Отдай, сказала! Какая собака сильная! А порядок кто теперь будет наводить, а? Собака. Дай носок. Дай носок. Отдай. Отдай. Ничего собаке не нужны, никакие игрушки. Вот они валяются, все игрушки специальные для собак. А вот носок. Это вообще святое. Он еще любит вот эти узелки развязывать. Да? И тут на заднем фоне я смотрю сама себя. Ну, я просто включаю и на планшете просмотр делаю видео, чтобы там плюс еще один просмотр был. И знаете, даже как-то даже неплохо. Как будто смотрю какого-то блогера и такая думаю, о, ну, в принципе, можно послушать. Но не могу я нормально выйти на работу. Мне осталось сколько? Минут 15, часов даже не успела почистить. Но мы с Сашей тут провернули схему. Наш любимый сайт, Саш, какой? Best Secret. Да. Короче, сейчас вам покажем, что мы провернули и что мы себе заказали. Мы хотим себе заказать, я сумку такую хочу себе заказать, мини маленькую. Сашка перчатки. Ну и, конечно, на Best Secret, любимый сайт. И, ну, получается, мы там давали ссылку, и плюс сами ей пользовались несколько Постоянно, раз. да. Ну, то есть делали разные аккаунты. И за счет этого заработали себе хороший статус на сайте и бонусные деньги получаются Да. даже. Ну, во-первых, То есть у нас ваучеры. было 249 на балансе. Да, баланс. Злотых. Да, и просто, типа, я создал этот ваучер, он применился на всю сумму. Я не ожидал. Офигели, мы офигели. Просто у нас, получается, скидка составила, ну, 249, то, что было, скидка, то, что деньги у нас были накоплены, получается, мы применили на этот заказ. Ну, плюс одни перчатки вернуть еще. Одни перчатки, да, мы Или просто на выбор. берем их на выбор, мы не знаем, какие хотим. Сумку точно вот эту взяла, ну, короче, когда все придет, мы вам покажем, но мы офигели. Мы подофигели с того, что можно так просто применить Я этот ожидал ваучер. подвох, конечно. Ну, я тоже думала, там 3000 надо заказать на 3000 злотых, чтобы можно было применить вот эти денежки, Сашка. Ну, короче, сайт во всем офигенный, нет? Мне очень нравится. Очень. Мы постоянно, если нам что-то нужно из какой-то одежды или просто себя побаловать одеждой какой-то, которая нам не нужна, ну, так типа плюс что-то в свой шкаф, который резиновый. Почти все нужно. Мы все заказывали с Best Secret. Вот, классный сайт. Раньше Зеландию заказывали, но очевидно, что Best Secret покруче. Просто мы офигели, что еще можно Доставка вот так только просто... дольше, ну, мелочь. Ну, сколько там, до недельку неделю. доходит, да. Чуть больше. Я до сих пор прифигела, что можно вот так вот этим ваучером. То есть, если мы, я правильно поняла, если мы что-то заказываем сайту, то туда какой-то процент да, идет. типа какой-то процент от всех заказов возвращается на счет, который можно, ну, и с этого своего счета можно создать потом ваучер. Ну, если есть достаточный статус. Класс. А статус дается после приглашения нескольких людей. Ну, мы наделали всяких аккаунтов. Ну, как бы нет никаких ограничений, типа номер телефона не спрашивают. Поэтому понаделали аккаунтов, да. Так что, если вам это интересно, тоже можете воспользоваться таким лайфхаком. Ну все, и ждем теперь посылку. Я уже на работе. Это наша примерочная. Я всегда иду на работу, выгляжу как бомж. Мои тапки. Грязные, пока дошла. Посмотрите, какие грязные. Трэш. Мой любимый стиль — это бомж. Ну, это все. Я уже поработать буду
собираться обратно домой. Такой у меня строй, костюм рабочий. Все, одевайся. Ну, что вам рассказать? Закончила работу. Была сегодня 4,5 часа. Вообще недолго. Но так как я работаю по умовозлицению, то я могу работать часов сколько хочу. Хоть полчаса. Вот, как бы мне без разницы. Тот, кто працует по умове працы, у того больше, как это сказать, поблажек от государства. То есть он может идти такой отпуск на 25 дней, который оплачиваемый. И также у него оплачивается, если беременная девушка, то это тоже оплачивается. И если... Что еще? Если заболел, то тоже как больничный оплачивается. У меня больничный что-то тоже оплачивается. Я не знаю, как это работает, но мне на почту приходят деньги. Но у меня оплачивается больничный, если я иду к врачу, и он мне выписывает больничный. То тогда мне приходят какие-то там копейки. Ну, реально копейки, небольшие деньги. Вот. Как работает это все на умове працы, я не знаю. Но, наверное, думаю, что там больше оплачивается, больше процент. Вот. Ну, хотя они могут, сколько там, 25 дней у нас отпуск. Вот, можно делить отпуск, типа не ходить 25 дней сразу брать. А, скорее всего, так никто и не ходит. Все делят отпуск. Это, конечно, удобнее. Вот, а я, как на умове злицензии, то я просто иду как за свой счет и могу вообще ходить сколько угодно. Типа сказать, сидеть сколько угодно, и ничего мне за это не будет, потому что мне ничего за это и не заплатят. И вот так вот вечером я возвращаюсь домой, еще нету 8. Мне завтра на 15:00 на работу. Тоже буду возвращаться вот так поздно. Но я уже как-то привыкла. Мне очень часто спрашивают, не лень ли мне на работе, не лень ли мне ходить там 30-35 минут, бывает 40 минут, с каким я шагом на работу каждый день туда-обратно. И я отвечу, нет, не лень. Я уже привыкла, конечно, сама. Я уже задумалась, было бы классно, если бы я водила машину, я бы уже села и на машине приехала. Ну, во-первых, у нас нет машины, а во-вторых, у меня нет прав. Вот. Но я, кстати, о правах я задумываюсь. Думаю, что, скорее всего, когда мы купим машину, что, скорее всего, я пойду попробую учиться на права. Не попробую, а пойду как бы там деньги я буду учиться на права. По крайней мере, это у меня сейчас такой план. Мне вообще очень нравится самостоятельность Полек. Мне очень нравится. Они очень независимые. Они все самостоятельные. Те, с кем я встречаюсь по жизни вот тут в Польше. Все девушки, они, конечно, по характеру намного сильнее, намного самостоятельнее. Они реально независимы ни от кого. И мне это невероятно нравится. И мне это льстит, потому что я знаю, что в наших странах, так сложилось, что женщины очень часто зависят от мужчин, потому что у них меньше зарплата, потому что они рожают раньше, идут в декрет и так далее. Много каких-то пунктов, по которым девушки реально более слабые по характеру, но тут почти все водят машины, девушки, у них есть своя работа, они, если что, проживут без молодого человека и без мужчины, будут снимать квартиры, найдут себе занятия. Они самостоятельно могут решать очень-очень много вопросов, путешествовать, покупать машины и вообще все, что угодно. Они все могут сделать сами, и это классно. Мне это очень нравится. На этот счет вообще можно столько долго разговаривать, но, в принципе, то, что я заметила, мне очень нравится. Вообще, я не могу сказать о себе, что я такая супер самостоятельная и всю жизнь могу делать сама, независимо от кого-то там, типа от родителей, от Саши или еще от кого-то. Скорее всего, нет. Я даже сейчас идти какие-то делать дела, я все время говорю, Саша, пойдем со мной, ты где какие-то документы. Саша, сходи со мной, это мне страшно. Даже вот просто он не пойдет со мной в кабинет что-то делать, но мне вот просто хорошо было бы, если бы хотя бы сидел и ждал. Я вот и самостоятельность
Я, конечно, ну это не мое. Но мне хотелось бы, конечно, уже у меня характер полностью сложен. Вряд ли я когда-нибудь буду такой прям самостоятельной, как тут Польки. И раз уж пошел такой разговор, я реально действительно считаю, что парень не обязан платить за девушку. В том случае, если вы просто идете на деловой обед, например, то парень не обязан платить за девушку. И даже если вы идете на свидание, то это нормально просто спросить, ну, девушка может спросить, могу я заплатить за себя, тут ничего такого нету, типа нормально. И если парень согласится и скажет да, девушка не должна думать в этот момент: о, блин, альфонс какой-то, или блин, жадоба. Мне кажется, это абсолютно нормально, потому что у парня может элементарно не быть денег, чтобы оплатить за двоих, или он свои финансы подрасчитал вот так вот на месяц, или еще что-то. И это нормально. Я всегда так думала, то есть не только сейчас, когда я вот живу в Польше, я это думала всегда. И когда вы встречались с Сашей первые разы, Саша не даст соврать, я уверена, я сказала, что я могу заплатить за себя, здесь нет никаких вопросов. Но Сашка за меня заплатил, и мне было приятно. В любом случае, конечно, это приятно. Но если бы он сказал да, окей, мне вообще бы было споко, нормально. Я бы не подумала, что он какой-то жадный или какой-то альфонс или еще что-то. Я бы подумала, что, возможно, у него какие-то трудности финансовые, и платить за двоих в кафе это тоже накладно. Я уже пришла домой, нам тут посылка пришла. Чупсин нос пришел, конечно же. Сашка тут картошку собирается варить на ночь глядя. Кстати, как тебе новые ножи? Нормально. Да классно, они такие острые, супер, большие. Мне удобнее ими. Надо будет поменять нам нашу доску, мне кажется. А тебе? Когда-нибудь надо. Я сегодня услышала, что если ты режешь на пластмассовой доске, то ты, значит, ешь пластмассу. А если быть на деревянной доске, то ешь дерево. Что лучше есть, дерево или пластмассу? Выбирает каждый сам, ребята. Блин, меня так задолбала эта мода. Я вам говорю, сначала было кокосовое масло, потом масло какой-то косточки, льняной, любой косточки авокадо. Потом оказалось, что все это бред. Все, ешьте вы нормальное масло. Потом мне про волосы говорили: никогда не сушите волосы феном. Так задолбали этой информацией. Потом я пришла последний раз выпрямлять волосы к девушке. Она мне сказала: вообще-то полезно, это нужно, и это всем нужно, обязательно сушите волосы феном. Я думаю, да бля, задолбали, то нужно, то не нужно. Я сама уже решу, что мне делать. А ты как думаешь? Сама решишь. Сама решишь. Нет, вот эта мода задолбала. Я вообще не подвержен. Тебя даже в Инстаграме нет, поэтому тебе пофиг. И ты так это в Инстаграме постоянно гуляет информация. Из этого Инстаграма, из этого Ютуба столько всего покупают люди ненужного. А еще я слышала, что типа тефалевские вот эти покрытия, сковородки, это вообще там вредно, капец. Просто умрете прямо сейчас, если будете пользоваться хоть один раз этой сковородкой. Мы пользуемся. Антипригарные. Это срать вообще. Это вообще, может, конкуренты придумали? Конкуренты, которые делают вот эти чугунные. Ты ее попробуй, блин, поднять. Сколько надо рук, чтобы поднять чугунную сковородку? Качалка дома. Да, качалка. А что ты думаешь, Сашка, о независимых девушках? Ты согласен, что в Польше их очень много? Ну, больше. Да, чем в Беларуси, чем вообще в наших странах. Но это факт.